Чарахский район Ингушетии. Еще не так давно въезд сюда осуществлялся только по пропускам. Причем заявление нужно было подавать за 2 недели до посещения. Теперь же сюда может попасть любой желающий. Главное, паспорт не забыть прихватить с собой. Я нахожусь у башенного комплекса РЗ. Этот комплекс стоит в невероятно красивом месте среди гор. И сегодня я покажу его вам. Ну, постараюсь. Как здесь тихо. Прям как город мертвых какой-то. Вон там бычок. Бычок на меня смотрит. Ладно, пойду я отсюда. Похоже, им не нравится то, что я их снимаю. Ну и пусть. Мне тоже не нравится, что они здесь стоят. Так, какую я башню хотел построить? Уже сам запутался, эту или ту. Опа! Здесь даже травка зеленая осталась расти. Валяются, конечно, пластиковые бутылки. Но в целом здесь чисто. Уютненько, наверное, было в этой башне когда-то жить. Пойдем в другую. А вот это уже боевая башня. Очень хорошо отреставрированная. Видно, что не так давно. Даже обваливается чуть-чуть. Кость. Не знаю, чья. Но чья-то здесь лежит. И какашки везде, конечно. Была бы у меня с собой палатка, я бы даже здесь заночевал с радостью. Среди этих гигантских башен. Говорят, что боевые башни здесь в высоту до 30 метров. Но если честно, на мой глаз, кажется, что они все-таки будут пониже. А вот эту башню не успели отреставрировать. Она не выглядит такой же беленькой, как и все остальные. Вход явно для коротышек. Ого! Сниму сейчас рюкзак. Пусть здесь полежит. Ладно, не поминайте лихом, я лезу в башню. Здесь от одной стены до другой. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3. Почти 4 шага. Башня, конечно, впечатляет, что снаружи, что внутри. Но задерживаться я здесь не хочу. Надо дальше идти. Кроличья нора какая-то прям. Свят тот дом, где есть гости. Жилые башни ингушей, как правило, состояли из 3 этажей. На первых 2 жили хозяева, а 3 предназначался для гостей. Согласно древним обычаям, каждый путник мог рассчитывать на ночлег в такой башне. И целых 3 дня его не спрашивали, кто он, откуда он, зачем он здесь. Он жил на 3-м этаже, и его кормили самыми лучшими блюдами и самой лучшей посуды. В мусульманских странах Востока считают, что гость – это подарок Аллаха. Но ингуши гостей принимали еще до того, как к ним пришел ислам. Издревле у них считалось позором не впустить того, кто стоит у порога твоего дома. Таков был древний обычай. И о нем я узнал от человека, который разбирается в подобных вопросах лучше, чем кто бы то ни было. Себя требует уважения, горы требуют знаний, горы требуют опыта и практики. Перед вами главный археолог Ингушетии. Умулат Гадиев не верит в глобальное потепление, но с энтузиазмом рассказывает о том, что раньше по территории Кавказа бегали слоники да жирафы. Еще Умулат большой знаток местных легенд и преданий. В горах Ингушетии тоже сохранились мегалитические сооружения. По ингушским преданиям эти мегалитические циклопические постройки возведены одноглазыми великанами. В общем, если ты журналист, то Умулат находка для тебя. К нему можно обратиться с любым вопросом, и он обязательно найдет ответ, после чего пригласит тебя на чай. Поэтому я тоже готов сейчас прямо в прямом эфире вас пригласить на чай.
Ингушский чай одним лишь отпитием тонизирующего напитка не ограничивается. Он включает полноценный обед или ужин. В ходе нашего чаепития Умулат советует мне посетить башенный комплекс во Внушке, рядом с которым есть уникальные солнечные могилы. О них мало кто знает. Из Ингушетии я не мог уехать, не посетив одно удивительное место, которое я вам сейчас покажу. Эти неприступные крепости – лучшее доказательство того, насколько талантливыми были в прошлом ингушские мастера, которые сумели возвести башни прямо на скалах. Раньше здесь проходил шелковый путь, многочисленные караваны пересекали это ущелье, и торговцы платили дань ингушам. Теперь же здесь бывают только редкие гости. Но меня привлекли не сами башни, а захоронения, которые находятся рядом. Прямо на этом месте находятся солнечные могильники ингушей. Сюда приходили умирать. Солнечные могилы предназначались не только для мертвых, но и для живых. Сюда приходили умирать старики и больные, чтобы не быть обузой для своих семей. Да, здесь действительно лежат настоящие кости. Вот я вижу черепа, я вижу даже позвоночник. А в остальных костях я не сильно разбираюсь, но они здесь есть, и это правда. Вот прямо за этой решеткой. Но оставим черепа и кости на своих местах и отправимся лучше на настоящую кавказскую свадьбу. Невесту зовут Ириза, ей 18 лет, и сейчас она готовится к тому, что ее навсегда заберут из родительского дома. Ингушская свадьба отличается от любой другой тем, что жених и невеста отмечают ее раздельно. Они в этот день даже не видятся. Поэтому Иризу уводят родственник жениха. Он усаживает ее в белую, как свадебное платье, машину, и тут начинается все самое интересное. По местному обычаю невесту сопровождает кортеж, и считается почетным ехать прямо позади ее машины, поэтому каждый бьется за это место, и поездка превращается в сумасшедшую гонку без тормозов. Причем машины конкурентов можно таранить, бить и сталкивать с дороги. Неудивительно, что на таких свадьбах случаются аварии. Наша гонка продолжалась почти час, и завершилась она без происшествий. Мы благополучно доставили Иризу, завели ее в новый дом, и родственники жениха поставили ее в угол, потому что невеста на свадьбе должна встречать гостей стоя. Еще она должна молчать, пока не будет проведен обряд развязывания языка. Свекровь тем временем кормит Иризу с ложки медом, чтобы как мед была сладкая ее жизнь. Затем невесте на руки подают ребенка, желая ей стать матерью 7 сыновей. И пока совершаются все эти обряды, гости на свадьбе пируют, гудят на полную катушку и, конечно же, танцуют лезгинку. Но на этом мое путешествие не заканчивается, ведь я поставил себе цель добраться до Индии по земле. Подписывайтесь на мой канал, рассказывайте друзьям и смотрите следующие выпуски, в которых я буду гонять Отару Овец в горах, кататься на самой старой и самой стрёмной канатной дороге в СНГ и даже побываю на рудниках, где взрывают динамит, и любая ошибка может стоить тебе жизни.